Привет, ребят! Сегодняшнее видео мы начнем не с очень радостных новостей. Мы сейчас двигаемся из Каша в Фетхе. В Фетхе есть отличный детский парк. Так вот, ехать нам еще осталось час. И у нас вот так вот спустило колесо. Но сделать с ним уже ничего не удастся, так как оно порвалось. С другой стороны там. Мы подкачали нашим компрессором, сразу воздух выходит. Случилось это вот в таком месте, возле какого-то, наверное, автосервиса, или не знаю, что там. В общем, грузовики приезжают, какая-то промзона. Вот сейчас дядечка мужа позвал, что-то ему говорит. Может быть, хочет помочь. Наверное, не бесплатно, а у нас налички нет. Деньги только на карте. Вот нам дядька проводит инструкцию на турецком. Мы делаем вид, что все понимаем, да? Все понимаешь? Ну это хорошо. Мы делаем вид, что не знаем, как менять колесо. Хорошо, что у нас Донкрат на 10 тонн. И то, что папа турецкий подучил, тоже хорошо. Да. Ну, надеюсь, подписчики из Турции нам перевод диалога напишут в комментариях. Что переводить, дядька говорит, давай, поднимай ее. Ой, как хорошо-то. Это ж вообще песочный дождь. За шиворот все посыпалось. Из уха песок достань. Я сейчас еще весь измажусь. Вот так вот черным, чтобы ты фотку сделала. Вторая запаска. А ты еще говоришь, осталась одна. Запасок много. Ну да. Это как в видеоигре. Было 3 жизни. Осталась одна. Адил? Адилы у нас уже есть знакомые, да? Адил. You're good man. Şimdi abi sen az daha kaldır. Kaldır az daha. А, еще поднимем. Вот как раз об этом мы и говорим. Диски, вот он идет вместе со ступицей, видите? Ну, кстати, мне кажется, он не может 50 килограмм весить, он меньше должен весить. Да? В общем, турки очень хорошие люди, по большей части отзывчивые, помогают. Ничего плохого не могу сказать. Я думаю, что это так в большинстве стран и мест. Все-таки такие вот добрые, отзывчивые, больше простые люди, простые работяги. Ну, а которые такие более статусные, так скажем, им особо нет дела ни до кого. Не получается? Осталось покрепче закрутить. Дядя и то перчатки додумался одеть. А ты любишь черноруким, да, быть? А, ну мы мыло купили, кстати, для рук только что в магазине. Новое, вкусно пахнущее. Кого-нибудь надо дяде дать. У нас как-то особо ничего такого-то и нет. У нас тут стоит уже сколько месяцев, наверное, бутылка этого шампанского и из отеля еще. Может быть, ее мы подарим, не знаю, пьет дядя или нет. Конечно, шампанское женский напиток, но чем богаты. Наличных денег нет у нас, только карта. Вот дядечке мы хотим подарить шампанское. Отдай кому-нибудь. Я знаю, Харам. Окей. Спасибо. Короче, у нас только шампанское было ему отдать, но он говорит, а он я не пьет. Не да? пью, я думал, кому-то подарит, может. Ну ладно, будем дальше катать его с собой. Ну что, Маш, с почином. Первое колесо самостоятельно замененное, можно сказать. Ну, чуть-чуть с помощью турецкого дядечки. Да, прекрасно. Хорошо, что вовремя заметили еще, что она спустила. А так вообще вывод такой, что все-таки, наверное, немножечко налички при себе на всякий случай надо иметь. Это колесо у нас треснуло, не знаю почему, вот проволока торчит, в общем, резина на выброс. Ну, это же у нас были не новые Это резины не новая, была да? спереди.
старый. Маш, как хорошо, что у нас есть душ, да? Можно прям после замены колеса сразу помыться. Отлично. А то пришлось бы тебе в песке ехать. Погода у нас наладилась. Потеплело очень хорошо. Так, было плюс 15 днем. Вот вчера, наверное, плюс 18 было. И вечером даже было очень тепло. Мы надели куртки, пошли гулять, когда по городу Калкан, который рядом с Кашем находится. Вот. И в итоге куртки сняли. Было прям очень тепло. Хорошо. Ветра не было. Здесь вот сейчас едем, какая-то местность, мы от моря, получается, отъехали. Как-то мне нашей российской природой навеяло какие-то такие воспоминания, вот эти, может, сосны вдоль дороги или что. Как будто где-то в сентябре мы едем по России. Решили мы с Машей по дорожке попробовать все-таки кокорека. Не удержалась, Маш, ты, да? Кокорека хочешь? А? Hello. Merhaba. Credit card. Var. А кокорек how much? Kokoreç köfte. Yes, how much? How much diyelim? Arman. А, 150. 250. Угу. Köfte de Один. Kokoreç. Yes. Кокореч это что такое, Маш? Это кишки барана. Да? Ya. Все журчит, Маш. Все как мы любим, здоровая пища. А вот так он жарится, как шаурма, вот так крутится на углях. Это, как нам сказали, шашлык из бараньей кишки. Tabii. Kokoreci çekiyor, beni çekme. Мы с собой возьмем. Ну, ты сейчас откусишь его, нет? Ну да. А там что-то еще. А, это интересные штуки. Это что зелень. такое? Зелень какая-то. М. Попробуем. Rusya. Есть. İçecek. İçecek. Москва. Вот почему во всех заграничных странах есть какие-то пищевые извращения, а в России нет? Или что интересно в России, по мнению иностранцев, пищевое извращение? В России есть все, Маш. Давай, ешь. Ну, как хлеб. Ну, не знаю с чем. Ну, с мясом жареным. Ну, Вкусно? поехали дальше тогда. Вчера у нас по дороге спустило колесо, а также мы поели не очень приятный местный кокорек, который нам в итоге не понравился. И к вечеру мы достигли большого турецкого города Фетхи. Мы встали здесь вот на такой вот большой парковке, которую нашли в приложении Go One Life. В 3 километрах отсюда находится большой детский парк. Сейчас мы разложим свои велосипеды и отправимся его изучать. Ну что, дорогой муж, ты идешь меня снимать с Ну, я крыши? снимаю тебя. Не на камеру, с крыши меня снимай, я слезть не могу. А что, сама не можешь, что Нет, ли? здесь останусь, Ну, вы идите всё, гулять. посиди там, подумай немножко. Ну что, куда вы нас повезете? К игрушкам? На детскую площадку? Или в детскую комнату? Куда ты повезешь, Маш? Я повезу В детский парк. в детский сад. Поедем в детский сад? Нет! Мы стоим практически на набережной, на этой парковке. И если мы проедем 6 километров по набережной в ту сторону, через весь город, там будет где-то стоять Сережа со своим прицепом. Да, кстати, гидромедцентнеры обещают. Гидромедцентнере. Да, у меня не так Гидромедцентр. называется. У меня не так называется.
Вот они обещают, что сегодня самый теплый день, плюс 19. А цунами они не обещают, Маш? Да, очень, кстати, неприятные такие статьи в интернете в последнее время публикуются о том, что турецкие берега ожидают огромное цунами в ближайшие февральские дни. И вот мы немножечко задумываемся даже, что нам делать, ехать ли дальше по побережью или все-таки стоит немножечко себя обезопасить, потому что этот греческий остров Санторини большой очень трясет. Там сколько-то тысяч землетрясений произошло мелких за последние дни. Вот, и ученые прогнозируют, что, возможно, там какой-то вулкан очень древний просыпается, и это может все накрыть Грецию и Турцию. Касаемо велосипедов. У нас одно детское кресло вот так установлено, и у него уже практически лимит по весу. То есть Маша, когда едет на кочках, оно прогибается и касается колеса. Видели, что заднее кресло ставят прямо под сиденье, вот сюда крепят. Но нам в магазине сказали, что это небезопасно, мы типа так ставить не будем. В общем, последний год, наверное, у нас ездит ребенок на этом велокресле. А дальше я не знаю, что делать. Да, и мы на это велокресло сажаем самого худенького ребеночка нашего, Славеночка, который как раз подходит к той весовой категории пока еще, ну, уже там на крайней границе. Славёна любит. Нет, такого нету. Просто Славен, вы можете с этого кресла просто свалиться, оно сломаться может, и все, понимаете? А любим мы всех очень сильно. У вас зато вон карета какая. Вчера колесо на машине ремонтировали. Все черные руки у мужа были. Сейчас опять будут все черные, только от цепи. Лишние, а потом что-нибудь из-за нее случится. А у тебя есть салфетки, Маша? Есть, только не знаю, помогут они тебе или нет, потому что это масло, оно такое Может, жесткое. об рубашку? Ну, потом она такая навсегда останется. Она не отстирывается вообще. Дети все время пачкаются об эту цепь, потом одежду можно на помойку выкидывать. Что мне не нравится в Турции, то что здесь машины никого не пропускают. Даже на пешеходных переходах вообще никак не пропускают. Надо идти на пролом, да. Очень красиво летают чайки. И запах такой, пахнет каким-то прудом. Ну, приятно, не противно. А нам нужно ехать вон туда. Много яхт стоит тут всяких. Чем же нам интересен город Фетхи? Исключительно детскими площадками, которых здесь в изобилии. И как пишут некоторые комментаторы, здесь самые лучшие детские площадки, которые они видели. Туда мы сейчас и направляемся. Гораздо больше нам интересен маленький городок неподалеку под названием Алюденис. Там один из самых красивейших пляжей мира и огромная гора, которая является меккой парапланеризма. Да, я тащусь от велодорожек турецких. Едешь себе, едешь как по маслу. Ни горок, ни спусков. Хочу мороженое. Сейчас мне Слава сделает замечание. Слава, ты мне сделаешь замечание? Какое? Где мы с тобой едем? Не знаю. Ты же обычно делаешь замечания. Обычно Слава говорит: мама, ты неправильно едешь, здесь ходят люди, надо ехать по велодорожке. Маша говорит, что после этого моста начинается парк. Ну хорошо же, Маш, вот хорошо. Ну да, очень хорошо. Вон дорожка вело идет по всему парку. А что, кто-то говорит, что плохо, что Она ли? далеко. Чего ты возмущаешься? Что такое? Малыши, у меня к вам вопрос. Кто мне ответит, что это такое? Это улей пчел. А для чего он нужен?
Для меда. Для меда. А зачем пчелам мед? Не знаю зачем. Чтобы людям его давать. А, да, чтобы самим есть яся зимой, они себе заготавливают мед, чтобы зимой есть, а люди у них этот мед забирают. Это хорошо или плохо? Не знаю. Нормально. Это нормально, знаешь почему? Потому что люди оставляют пчелам ровно столько меда, сколько им надо, чтобы они зиму прожили. А если забирать весь мед у пчел, то они что сделают? Умерут. Погибнут. Ты что делаешь, малыш? Уиску гражу. Если почитать отзывы в интернете об этом парке, то можно найти очень много хороших. Люди пишут даже, что этот парк их впечатлил больше, чем парки Стамбула и прочих больших городов Турции. Мы в парк только заехали, но уже видим, что здесь большое количество разных детских площадок, горок, спортивных площадок. По всему парку идет велодорожка, что очень удобно. Парк называется Фетхи-Бей парк. И называется он так не в честь города Фетхи, а в честь героя-летчика Фетхи-Бея, который трагически погиб 100 лет назад, совершая полет между Дамаском и Иерусалимом. Смотри! Мы идем на горку сегодня. Да вот. Это задание для настоящих суперщенков. Да, мы ждем. На руку. Я не боюсь этой. Ты боишься? Кстати, это задание для настоящих суперщенят. А щенки... Яся, да, вы не видите? Вот она, со всего света! Чего боятся? Кто первый? Буль! Подливчик, стой! Мы работаем командой, да? Пока! Лучше не бывает. Авчик! Ага, качусь! Маша вот там сейчас познакомился с американцем, семья. У них точно такой же автодом, только новый, Four Winds. Вон ребята, американцы. Oh, I'm sorry, were you shooting something else? Where are you going next? Oh, video? Yes, Yeah, what do you for want me to YouTube. For Okay, YouTube. cool. What is your name? Brandon. Человека зовут Брэндон, I'm translate. Он из Америки. What city from? Chicago. Чикаго. Yeah. У него такой же автодом. He have camper like our camper. 9-meter camper. Yes. Та же фирма Seven Winds. Та же фирма, но новый, but new, brand new. Yeah, 4 years old. We love it. He's been to 15 states in America so far. We take it out 3-4 days a month. The freedom that you have when you have a camper just to camp somewhere and wake up in the morning and look out the window. We like to roast marshmallows by the fire. It's kind of an American thing. You put the marshmallow, you make s'mores. Брэндон говорит то, что они проехали все штаты в Америке. У него кемпер, ему 6 лет. Очень классно смотреть и просыпаться в окно кемпера. И они жарят маршмеллоу на огне. И дети это очень любят. Наши our kids like fried marshmallow too. Yes. But in Russia it's not often. Yeah, Yes, it's like yes. they don't sell them. My wife is Yes. from Brazil. And, Ah, you're from Brazil. Yeah. It's hard to find them. When you buy them, it says American style marshmallow. Did you know about Migros? So the 3 M's. The Migros, it says how big the grocery store. There's up to 1M to 5 M's. This is a 3M Migros. So I it's a- didn't know about a this. middle size, and in Istanbul they have 5M Migros, which This are is the the biggest. Брэндон говорит, что вот Мигрос, вот с количество букв М означает, какой он большой. То есть в Стамбуле есть 4 буквы М, и это самый огромный Мигрос, а этот средний. Nice to meet you. Nice to man. meet you, Yeah, Brandon. thank My you name so is much. German. This Here, is Maria. I don't have internet right now. Do you have We have YouTube channel. cool. Скажи вот Facebook. Да. We go to Russia maybe next year. hopefully. Yeah, if you come Russia, you can call, right? We help. Oh yeah, you got to do that. Thank you. He's been to 15 countries, 6 continents. So we love to travel. What is his name? Brody and Alisa. Алиса. Броуди был уже в 15 странах. Алиса, how many countries?
Maybe like 4, I think. Алиса была в 4 или в 5 странах уже. Yeah. She is 5 months and 2 years in 2 weeks. 2 and 5. Такие прикольные американцы, активные, веселые, да? Класс. Что, не хочешь в Америку? Новенький автодом у них такой. В Америку не хочешь переехать? В Америку не хочу. Почему? Сейчас в России все наладится. Будет у нас лучше всего. Я так и знала, что будет. В Америку Я очень надеюсь. хочется поехать путешествовать В Америку, именно. Да, путешествовать я хотела бы везде. Ну, у нас мы с тобой до 80 лет будем жить и напутешествуемся. Ты тут точно будешь, у тебя и бабушка с дедушкой до сих пор живые. У вас хорошие. Нет, в Тьфу-тьфу-тьфу. общем, просто нужно как бы планировать, как это, нужно мечтать просто, и тогда, я думаю, все получится, и больше думать о хорошем. Мы сейчас подошли вот к тому дяде на том Костенвагене и спросили, можно ли здесь стоять, платно это или бесплатно. Он сказал, приезжайте спокойно, и все здесь нормально, без денег, и можете ночью остаться. И как раз Да. рядом с площадкой. А все дома стоят, вот вчерашний вот тот домик на нашей стоял, парковка, где мы сейчас. Там дальше тоже стоят. В общем, сегодня мы приедем сюда, будем здесь ночевать, Ага. а завтра, наверное, уже поедем в Алюденис. Завтра дождь еще. Ой, смотри, как Колючее дерево у него какое-то. просто как в Вот с этом, в колючками. огромных шипах. Но справедливости ради, я хочу про этот парк что сказать. Вот американец, типа, такой, говорит восхищенно. Здесь такой парк, вообще суперский. Но Как я у бы, нас. я бы не сказал, да, что он прям суперский. Он нормальный, хороший парк. У нас в России сейчас, ну, я не знаю, в России, вот в Подмосковье, Ну да. такие парки офигенные просто, да? Ну, как здесь, вот такие же площадки, такие же огромные, вот эти все горки. Ну, То есть, ну, не да, удивляет нас это. как у нас в Подмосковье, да? Да, как у нас в Но то, что он Подмосковье. большой, находится просто расположение самое приятное, вот в таком заливе, там, ну, красиво. Да. И погода хорошая здесь всегда. И вот мы уже переехали к парку. Дорога была узкая, была авария на дороге. Мы там протискивались. Сейчас у Влада опять здоровая еда, здоровый обед. Что у тебя на обед, Владен? Наггетсы и картошка фри. Малыши, а у вас что на обед? Наггетсы и картошка фри. Для меня не осталось. А скажите, пожалуйста, малыши, а у папы что на обед? Не знаю. Ушки. У папы йогурт был, ну хватит. Папа худеет. А суп мы не успели сварить. Вот Но так ведь вот. были в дороге, так что приходится перекусывать быстрой едой сегодня, к сожалению. Ладно, не играем со столом. А у кого скоро будет день рождения? У нас А сколько вам исполнится лет? 5. А что вы хотите в подарок? И какой-нибудь. Букварь? А что они хотят? Игрушку, конечно. От кофту не вытирайте, дети, поняли меня, поддержку. А папа, как всегда, остался голодный. Папа у нас худеет, и мама тоже. Йогурт ты не кушал? Это не еда для папы. Достаточно всего. Вот с этой дочкой я точно не пропаду. Голодным не останусь. Кушайте, кушайте, ладно, мне хватит, мне хватит. Кушай, кушай, Слав. Худеет. А толстеет. Ты еще больше хочешь стать круглепапой. Ой, как смешно. Сгущаются тучи, завтра по прогнозу дождь. Мы с Машей что-то заболеваем. А я все не расстаюсь с своей любимицей. Я Анакондой. везде с трубой хожу. Для слива. Маш, убери Не, ее. она Ну, просто если лежит, у нас хочешь- мешается на если переднем хочешь, сиденье, я вот не могу смотри. пролезть. Маш, мы можем здесь вот открыть, кинуть трубу, чтобы тебе удовольствие было вон Нет. туда вот, под забор. Просто она, когда снимаешь, почему-то уже у нее постоянно в руках эта труба.
Надо Почему? ее убрать, она мешается, везде валяется. Ты уберешь уже. Мы сейчас думаем поехать к Сереже. 3 километра до него. Ну, в гости. Куда ты такую съездить. большую берешь? Да куда столько игрушек-то? Я не оставлю сосиску дома. Не ходит, сосиску это тигр сосиска зовут. Для меня еще удивительно то, что в Турции при наличии стольких велодорожек и всей инфраструктуры мы ни разу не видели вот таких вот колясок для детей. А, так у нас Да. как-то даже турок подошел, сфотографировал, что это за фирма, что это за коляска. Да. Ну, это же европейская, это, по-моему, какая Это шведская. Тули. Шведская. Да. Ну, их полно разных Тули, вариантов. Да, известная фирма. Вот почему люди здесь не используют, мне непонятно. Очень удобная вещь. Все игрушки взяли, ничего не забыли. Все. Можем ехать. Точно? Да, вот тебе еще ясен подарок. Дорога нырнула в частный сектор. Приятные здесь виллы и большие. Мы не знаем ничего, вот и все. А знаете, один как очень умный человек сказал? Я знаю. Он сказал, я знаю только то, что ничего не знаю. А вот эти вот пальмы такие, они напоминают нам детишек, если бы Маша их не расчесывала каждый день. Они бы были вот такие бы. Классно, мне очень понравилось, что дорога так завернула, и все вокруг поменялось. Вон тут гуси не дают проехать. Ребятки идут, дорогу переходят. Дорога завернула из такого прямо города-города. Какие-то более такие сельские улочки, что ли. Тут с одной стороны вот лодки стоят, какие-то заводи, как парковочные места для катеров и лодок. С другой стороны вот коттеджные поселки. Я вот думала, что после города Каш, Калкан, после таких красивых, необычных городов, уже Фетхи не так зайдет. Но все-таки в каждом месте есть что посмотреть, и в каждом месте есть что-то свое такое хорошее, особенное. Велодорожка оборвалась, но Сережа нам говорил, он находится в другой части города, тоже на побережье. Если проехать весь город по побережью, он находится в другом конце. Вот он говорит, что у него тоже проходит велодорожка. Значит, наверное, мы сейчас ее еще встретим. Ну, странно, мы уперлись снова в набережную, но здесь написано, что на великах нельзя, но вот люди ездят. Чё? Телефон в виде дельфина. До этого мы видели телефоны в виде голубей. Здесь кафешки, набережная такая. Здесь прикольное место, такая бухта, все закрыто со всех сторон. Такими горами. Ой, какой толстый таксик. Лабротакс. Что-то здесь какие-то таксики все толстые. Это мы их так называем, что собаки длинные с короткими ножками. Маш, каштаны. Нет. No, thank you. Зачем ты обнадеживаешь человека? Я не пробовал А? никогда. А вот фикусы здесь какие гигантские, как будто листья у них, как будто бы искусственные. Они такие все блестящие, огромные. Как он здесь хорошо живет с фикусом. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Je veux trouver la main sur le cœur. Кто стучится в дверь моя? Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. 100 лет. Маша нарядная. Девчонки тоже. Да. Не так уж и близко до тебя было, Серег. Ну, я говорил, не близко. 6 километров. Маша говорит, 3, поехали. Ты все работаешь, что ли? Да, но уже На новый прицеп. к завершению. Что-то большее, наверное. Я только вышел утром на прогулку, 10 метров прошел. Из окна вытягивается рука со стаканом чая. Прикольно. И пригласили на завтрак, вместе позавтракали, пообщались через Google переводчик. А кто там? Пара? Да, семейная пара, они пенсионеры. Он работал на фуре, даже в России был, в Санкт-Петербурге.
Прямое включение. У нас 2 часа ночи. Я встал. Не могу спать, потому что у меня Маша, знаете, что делает ночью? Готовит борщ. Который ты обещал приготовить вообще-то. Еще сегодня днем. Какого хрена? Ты не даешь мне спать и готовишь борщ ночами. Какого хрена ты мне нарезал кучу овощей и бросил меня за всем этим и 2 комфорками? Поэтому я ночью варю борщ, пока дети спят, что делать? Чтобы завтра был обед. И опять картошкой фри не пришлось кормить. И это никакие не шутки. Дети действительно все спят. Здесь спит Влада. Там спят маленькие. А знаете, кто не спит? Не спит папа. Тихо готов. На следующий день, перед тем, как выезжать в Илле-де-Низ, мы отправили детей гулять на площадке. И снова встретили Брэндона. Трамп. Hello. We're leaving. We're Yes. going to Antalya. Very nice to meet you. Very nice to Good meet luck you. with your journey. Hopefully Trump and Putin shake hands. Yes. And the war is over Yes. with. No more fighting. Hi, Yeah. good morning. How long you stay here? I think today we will go in Илле-де-Низ paragliding. Dude, I saw on Antalya they have a lot of paragliding around there. Yes. If all will be okay, I make video. Good, Yes. man. That's awesome. I was gonna ask, can you get into Iraq or Iran or Bulgaria? Iraq, I think we can go. Bulgaria cannot without Schengen visa. I Right. think no. But nothing to do in Iraq. We went to Iraq. Nothing. Boring. Iraq? Boring. We went. You was in I Iraq. was in Iraq. Boring. If you will come in Russia, We want to come. PM Facebook, okay? Sounds good. We'll meet up. Are you in Moscow? Yes, yes. Okay, cool. For Bye. sure. Bye-bye. Bye-bye. Bye. А на площадке мы встретили еще одного очень интересного человека. Сейчас я вас с ним познакомлю. Сидел я тут на лавке, привел детишек играть на площадке, и подходит ко мне мальчик, говорит: здравствуйте. Я говорю: привет. Говорю: как тебя зовут? Он говорит: Арон. А тебя, говорит, как? Арен. Арен. Извини, пожалуйста. Я говорю: Герман. Но он говорит: так классно, что у тебя есть 3 дочки. Я говорю: а почему ты так думаешь? Он говорит: ну это же классно. И, в общем, вот решил вам снять, показать этого парня. Он такой классный, рассудительный. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, Арен, как ты здесь живешь, как давно? Всем привет, меня зовут Арен, я из Украины. Сюда приехал по поводу войны, из-за войны. Переехали в Фетхию, уже более 2 года мы тут живем. Не знаю, мне тут очень нравится, тут очень тихо, спокойно. Приезжайте в Фетхию. Скажи, пожалуйста, вот если война закончится, как вы планируете возвращаться вообще на Украину? Честно вам сказать, в Украине на тот момент, когда закончится война, будет большой кризис, потому что поднимутся цены, чтобы отстроить все те потери, которые произошли. Поэтому в ближайшие 2 года, даже если война закончится, мы не поедем. Ну а вообще чем ты здесь занимаешься, Арен? Катаюсь на самокате, там позади меня скейт-парк. Вообще хочу стать профессиональным футболистом, играть в клубе Реал Мадрид. Занимаюсь футболом в команде Ликия Спорт. Кстати, советую, хорошая команда. И мы сидим с Ареном, значит, он мне вот рассказывает про свою жизнь. И Маша приходит с автодома, говорит: у меня вода закончилась, я мылом намылила голову, смыть не могу. Пойдем, говорит, разбираться с водой. Я говорю: а как детей-то что, придется тащить? Арен говорит: да я с ними посижу, идите. И вот я пошел, он здесь с ними сидел. Что он с вами? Помогал вам? Я считаю, хорошо справился со своей задачей. Мне очень понравилось. У вас очень хорошие детишки. Честно, я не очень любил возиться с детьми, но сейчас понял, что это очень интересно, когда дети послушные. А ты был послушным или, когда был маленький, или сейчас? Или ты непослушный хулиган? Я был послушным, но, естественно, когда мы все маленькие, поплакать без причины хочется. А что бы вот посоветовал моим вот дочкам? Как, чтобы они себя с родителями вели? Чтобы слушались родителей, чтобы не кушали много сладкого и вели себя хорошо. А как же ты говоришь, не кушали много сладкого, если ты хочешь угостить их мороженым?
Ну, смотрите, один раз можно, но передать сладкого детям это не полезно, потому что, во-первых, появится пузико, во-вторых, будут болеть зубки, и в-третьих, после этого очень тяжело похудеть. Поэтому слушайтесь родителей, и то, что они вам говорят, всегда прислушивайтесь. На своем опыте уже почувствовал. Арен, спасибо тебе большое за интервью. Ты очень рассудительный, классный парень. Меня даже удивило это. Спасибо, очень приятно. И общительный, и приятный позитив прямо от тебя идет. Молодец вообще. Здравствуйте. Мама, я в телеке. Кто вам купил мороженое? Я. Пожалуйста. Хороший мальчик? Да, хороший. Вот таких друзей надо заводить, Влада, поняла? Да. Не судите по одежде, не судите по обложке, судите по начинке. Понятно? Даже если вам не купили мороженое, это не значит то, что это не друг. Находите хороших друзей. Ладно. Маш, уже мальчики угощают мороженым. Спасибо сказали? Да, конечно сказали. И снова я встретил утром Брэндона с его женой. Конечно, улетать собирались. Они идут с коляской, говорят, мы сегодня улетаем, он в майке с Трампом. Типа, все порешаем, все нормально будет, все закончится насилие, все будет хорошо. Вот. Я говорю, ну приезжайте в Россию в гости, если Они, что, кстати, пиши. в 15 странах были, в России не были. Да, да. Ну, может, бояться тоже. А туда и как вот для американцев интересно? Ну, я думаю, что сейчас виза тоже нужна. Не просто. Ну, хорошие люди здесь встречаются, и Ну да. ребята эти из Америки, и вот мальчик тоже такой удивительный, рассудительный. Да. Вот у него папа армянин, а мама из Украины. Они в разводе, они живут здесь с бабушкой. Угу. Вот. И сестра еще у него есть. Коль, ну молодец, самостоятельный. Только он сказал, что я без связи, как я бы не отпустила без связи ребенка. А ты сына говоришь, не надо. Ну, как не надо, надо. Вот я сейчас Что Бог пообщался, даст, правильно? я пообщался сейчас Значит, не надо. с мужчиной наконец-то, понимаешь, я уже не могу. Твои сейчас подрастут 12 лет, и тоже с тобой будут так общаться, ты переживаешь. Ага. Ну а потом начался сильный дождь. И мы никуда не поехали, остались в этом месте. Наверное, завтра, если он прекратится, мы уже поедем в Алюденис. Ну а внутри у нас сухо и тепло. Что произошло? Детишки кушают мармеладки. Маленькая пачка. Они сегодня первый раз остались одни втроем в машине, а мы сходили с Машей в магазин с зонтиками. Ну да, дождь сильный. На 10 минуточек оставили. Что купила, Маш? Полезную картошку. Ты же любишь такую? А что такой маленький Для пакетик? похудения. Для похудения в самый раз. Поместится? Конечно, у нас большая разница. У нас тут шоколадок в запасе есть домашний. Рыбки замороженные, красные. В общем, есть продукты. А мне сегодня купили вот столько варенья. А мне купили сегодня все как мармелада. Как сегодня повезло. Мама! О, спасибо большое. Смотрите, вот дядя Турок принес вам сладкое. Держите. Тут впереди нас стоит небольшой Кастанваген с турками. И вот он нам принес сейчас какое-то пирожное сладкое. Это маме принес. Какой маме, мама, прекращай. Вам вот. Вот, смотри, вот так можно. Во. Şöyle yapalım. Ben motorla gideyim. Sen arkadan gel. Мгм. Olur mu? Su dolduralım. На это поедем. Я понял. Koyayım ben. Тамам. Tamam. В общем, дядя съездил за водой и говорит, тебе нужна вода? Если нужна, говорит, поехали, я покажу где. Ну вот, дяденька добрый. Рядом с нами живет.
Очень вкусный пудинг принес. Сейчас он на мопеде впереди едет, хочет показать нам, где можно воду заправить. Нам, в принципе, очень кстати, потому что я стираю. Воды у нас вроде уже не так много там осталось. Все, пошла вода. Дядя показал кран. Открыли. Сейчас заправляем сверху. Все, вода идет. Заправили мы воду благодаря этому дяде турецкому. Хороший человек. Такой ему понравился хомут, я ему подарил. У нас еще один был, вот один у нас остался, один ему pодарил. Он доволен. Çok teşekkür. Çok ne demek tabii. Ben kişi. Ben teşekkür ederim. İstersen geri de gelebilirsin. Nasıl istersen. İyi mi burası? Tamam, iyi okey. Спасибо. Вот так вот. Хороший человек. У нас тут загадка века. Потерялась цифра 7. Слава, а ну-ка пересчитай собак мне. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, восемь, семь. Все, поехало, пошло-поехало. Ясь, давай теперь ты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодец, молодец. Смотри, а я теперь беру вот эту собаку цифру 9, да? И ставлю ее сюда. Какой она цифрой станет? Раз, это первый, значит. Один, да? Один это первый. Была она 9-я, стала первая. Была 9-я, там стояла, а стала первая. А вот 9-й. А 9-й... Слава, давай теперь ты. Не подведи, Слава, тебя будут подписчики смотреть, как ты считаешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, семь, Пам-пам-пам-пам. девять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Молодец. На следующий день мы выехали в Илью-Денис. Дорога из Фетхи. Не хуже, чем там. Что? Не хуже, чем там, древние гробницы вон в горе. Да. На горе здесь древние гробницы. В общем, дорога из Фетхи в Илью-Денис очень для нас маленькая, узкая. Ты козьими тропами, Маша, нас навигатор с тобой ведет. Я вообще не знаю, куда мы приедем. Будем пробовать. Да, сейчас начинает серпантин, Маша. Мы с Машей не очень любим на этой машине по таким дорогам ездить. Жесть, жесть. Куда уже здесь не развернешься, Маша? Тебе, Маш, больше нравится на велосипедах ездить по такой дороге, да? Нет, я просто, когда машинка так пыхтит, бедная, мне жалко, я представляю, что это я еду на велосипеде и тащу 3 детей с собой еще. Не во все эти крутые повороты мы помещаемся, и приходится иногда сдать задом, чтобы поместиться. Едем на первой передаче, очень крутой подъем. Влада, а ну залезь наверх, ты сейчас упадешь. V10 нормально тянет машину, особенно на первой передаче. Здесь большой подъем, уклон. Но едет нормально. Но бензин, наверное, ведрами ест у нас сейчас. Знак оленя. Подъем мы преодолели. Остановились, чтобы закрыть все шкафы, которые открылись по дороге. Сейчас будем спускаться в Илью-Денис. Теперь мы на спуск пошли. Хоть бы тормоза не задымили еще нас. Сколько ехать-то? Еще 22 минуты, 10 километров. Но после сочинского серпантина уже это все не так страшно. Все эти серпантинчики кажутся коротенькими.
Ну и, к счастью, на этой машине в Сочи бы я не хотела поехать. Не пойму, чем пахнет. То ли шашлыки кто-то жарит, или костры, то ли тормозами. На какую-то, ну, очень узкую дорожку нас повел навигатор. Если встречка поедет, не знаю, как разъедемся. О, встречка только задом почему-то. Там, наверное, уже кто-то не может разъехаться. Маршрутка стоит какая-то впереди. Нет? Нельзя, говорит, ехать, дядя. Что нам теперь делать? В общем, уже мы хотели сдавать назад. Вот нас вроде пропускают. Сказали, Валю Денис, а мы здесь не поместимся, да? Мы тут не поместимся никак. Сок потек с кактуса. Подставляй стакан. Будем пить сок с кактуса. Пытаемся разъехаться с вот этим вот помазиной. Хорошо, что задом не пришлось сдавать, то долго было бы там все это сложно. Радовались мы недолго, примерно 50 метров. Впереди опять какие-то работы. А сколько времени? 5 минут. Говорит 5 минут. И поедем. Дорога оказалась перекрыта, Маша пошла двигать. Я говорю, давай я подвину. Она говорит, нет, машина на уклоне стоит, я боюсь. Давай я буду двигать, вон камни таскает. Бедная мама, бедная мама, бедная мама, бедная мама. Мы без нее уезжаем. Зачем нам мама? Другую найдем. Поехали без мамы. А? Да ладно, ладно, куда другую? Это наша любимая мама. Не бросим ее. Не бросим, не бросим, ждем. Это нам дяди эксклюзивное разрешение дали проехать. Кругом здесь какие-то ремонтные работы везде на дорогах. Вот мы уже выезжаем. Звоняло у нас тормозами, решили остановиться. Но дым еще не идет. Спустились мы до льда низа, все-таки дым у нас пошел. Азов. Уже вроде сейчас спусков не будет. Ищем где встать. Приложение показывало, что здесь бесплатная парковка. Мы приехали, а здесь почему-то уже столбики стоят. Поэтому сейчас будем искать другое место. Нашли место на дороге. Место, правда, с уклоном. Но зато бесплатное вроде как. Стоят кемперы. Есть спуск прямо на пляж. Котики есть. Это хорошо для детей. Слав, почему ты всех обижаешь, как мама говорит? Это правда? Или нет? Ты сестричек своих почему обижаешь? Пока его наверху положил, он сейчас будет в большие. Давайте уберем пока. Влада, в чем причина вашего расстройства? Потому что Слава дает нам игрушки, а потом отбирает. Слава отбирать, если подарила, не нужно уже. А вы знаете, что скоро у кого-то будет день рождения и будут новые игрушечки у кого-то? У них. А у тебя тоже будет день рождения скоро? Я их хотела поздравлять, а они меня вместо этого обижают. Ладно. Может, ты обнимешь Славу, Владочку, а? Это любимая твоя сестра. Обними ее. Поцелуй, пожалуйста. Ну, Слав. Славяш, не будь таким серьезным боссом-молокососом. Обними ее. Яся, а ты как прокомментируешь? Я сказала, что Лайм в шлеме Владин. Она потому что не отбирает. Она дала и не отбирает, а Слава отбирает. Ну как мы будем разбираться в этом? Что делать-то?
Надо сказать Славе, мы уже 100 раз ей говорили, она все равно обижает. Она разве отобрала хоть раз? Она просто говорит всегда. А говорит она, потому что знает, что сейчас я скажу, а Владочка начнет вот такое вот нытье, и она того манипулирует. А если ты не будешь так себя вести и ныть постоянно, она перестанет так делать, говорить. Ты Она знаешь? еще ко мне пристает, ты знаешь? Пристает? Она сейчас меня ущипнула. Да? Прямо ущипнула. И Прямо сильно залезла ущипнула. по столу и стала меня Славяш, щипать. иди кушай борщик. Славяш. Славяш. Смотри, какой деловой Славён. Очень серьезный. И чуть не отобрала у нее кофе. Давайте дружно жить, не? Не хотите? Я вообще ничего не понимаю в этих женских разборках. Что, кто у кого, чего кто сказал. В женских разборах нет, есть только детские. Привет, привет. Заходите. Заходи, скорее, Носки, да. Красивые у меня. Ой, он сюда идет. Заходи, его пригласили. Заходи, заходи. С удовольствием придет. Привет, Маша. Анжела. Много места. Как зовут? Я забыл. Барни. Барни. Это видишь тоже как таксиковая, да? Какая-то Да. порода Длинный. таксиковая. Таксиковая, да. Длинный. Присаживайтесь, давайте чай, кофе. Это что, дворняжка? Ну, так турецкая, да. Пёсик. А ты что, ее гладишь? В общем, ребята здесь живут, в Алюданизе, у них свой дом. Летают на параплане каждый день практически, путешествуют по всему миру. И вот еще они завели себе дворового пса очень хорошего, деткам нравится. Вам нравится такой песик? Хороший очень песик. Это пес аристократ, на самом деле, он всегда в смокинге ходит. А вот этот пляж, Алюданиз, он куда-то там входит, в какой-то топ, да, или никуда он не Да, он входит, но один из самых красивых пляжей в Турции, на самом деле. Здесь вода бывает прям такого ярко-голубого цвета. Сегодня просто шторм. Сегодня немножко волны, да, поэтому она такая мутноватая, но вообще она здесь окрашивается в яркие такие очень цвета, прям взрывы в воде. Если проехать чуть подальше, называется Secret Beach, туда надо спуститься вниз, то есть на дороге оставить машину и ниже, примерно метров 20, наверное, спуститься по такому достаточно крутому косогору, и там такая бухта, вот. Маленькая. Шикарная, вообще совершенно чистая вода, да. Мы там купались, не было волн больших, вода была просто идеально прозрачная. Вот. Там еще можно до всяких пещер доплывать. Ну вы довольны выбором места своего основного жительства? Да, мы пока ничего лучше не нашли. Вот, куда не поедем, везде как бы какие-то компромиссы. У нас здесь и горы, и море. Все, что нужно, есть. Друзья приезжают из России, из Европы, то есть всем удобно, да, виза не нужна. Можно приехать и всем здесь встретиться. А у вас как, право собственности все оформлено, без проблем это все покупается на иностранцев? Да, покупается. Единственное, сейчас в том месте, в котором мы купили дом, там уже иностранцев много, они сделали ограничения. То есть они не дают теперь ВНЖ в этом месте. Но мы успели. Последний вагон там запрыгнули. А, то есть теперь уже это так не сделаешь, да? Это уже... Конкретно в этой деревне, эта деревня, она так и называется, Алюданиз. Вот, то есть на самом деле Алюданиз это пляж, вот этот, и это деревня, которая наверху, над дорогой. Она очень популярна у иностранцев. Изначально там селились англичане, Вот всякие немцы, русские, в общем, кого только не было. И турков там было меньше, чем иностранцев. Потом в какой-то момент, когда война началась, русские сюда повалили, начали тут скупать недвижимость. Вот, и турки что-то всполошились, решили, что что-то как-то быстро цены растут, надо это ограничить. И они в самых популярных у иностранцев районах запретили получать первичный ВНЖ по недвижимости. Вот. Теперь надо... То есть, грубо говоря, если ты здесь купил дом или квартиру, ты не можешь получить ВНЖ? Конкретно в этом районе, да. Да. Но опять же, может быть, это отменят, потому что сейчас они в какой-то момент гайки закрутили, да, сильно закрутили гайки, все русские сказали, ну ладно, если вы ВНЖ перестали выдавать, там туристические тоже, раньше можно было получить просто по аренде, арендуешь там дом какой-нибудь или квартиру, получаешь туристический ВНЖ и с ним живешь. Вот, в какой-то момент турки сказали, что-то много русских, они там нам взвинчивают цены, слишком много тратят денег, вот. Давайте-ка мы ВНЖ перестанем выдавать. И они перестали, русские уехали, они сейчас опять загрустили, русских нету, деньги никто не тратит, вот, туристов нет, короче, зима, вот, есть нечего, и они эти гайки обратно открутили, опять выдают ВНЖ,
Поэтому, может быть, эти Может правила изменится. тоже отменят. А скажи, пожалуйста, сейчас вот самый такой обычный домик, наверное, от 300 тысяч евро начинается, да, здесь? Ну да, вот в этом районе не меньше, даже больше. То есть надо еще поискать за 300. Если ветерка сейчас нету для тренировок, я 2 года не летал. Крыло 2 года лежало, уже все пылью поросло. Уже его моль вся проела, дырявая. Надо его расправить немножко. Если завтра погода будет, я очень боюсь, конечно, но надо лететь. Нельзя не лететь, Маша, здесь. Почему ты боишься? Ты же летал. Не надо бояться. Ты же Я уже старый толстый папа. Какие мне полеты? Мне только лежать на диване и кушать. Ну давай тогда крыло продадим, здесь есть кому продать, наверное, и все, и поедем. Да кому это Пойдем на старье пляже нужно? лежать. Маша, кому это старье нужно? Да ладно, это же уже старье. антиквариат. Ну тогда обратно положим его в Вальков. Он будет служить, как и служила, изголовьем кровати для маленьких. Кстати, по-моему, ветерок. А Слава здесь написала вот свое имя только что сама. Да, Славочка? О, молодец какая. И сердечко еще рисует, да? Или что это? Нет, это что-то другое. Песик. Песика рисует. Где? Ты что нарисовала? А, Барни это песик, который только что был с нами, да? Ты сердечко нарисовала. А я написала Барни. Сначала я не поняла, почему здесь пляж считается таким уж прям красивым. А сейчас начала понимать. Вот особенно в солнечных очках, когда смотришь на воду, она действительно такого цвета, что просто ее хочется пойти, не знаю, выпить или в нее забежать. Такого прям насыщенно мятного цвета. Очень красивого. Ну и все это дело окружают, конечно, горы тоже красивые такие. Такой вот пляж лагункой такой туда уходит. Ни одного купальщика я не вижу. Хотя сегодня теплый день. Плюс 19. Но немножечко волнуется. Но, тем не менее, такого же прекрасного цвета. Щенок будет описывать все игрушки, а ты их уберешь, если они твои. То Слушайте, смотрите, мы можем завести собаку только в одном случае. У меня сильная аллергия, но я их очень люблю. Если она будет жить на улице. Это может быть овчарка или хаска. А мы хаску, наверное, заведем. Нет, ну овчарки, говорят, уже продаются в интернетах, и они очень-очень дорого стоят. Дорого, видишь? Поэтому мы их не купим. Дорого они. Мы хаску одну. Мы хаску купим. Нет, проблема в другом. Не в том, что она дорого стоит, а когда это будет щенок, вы говорили, да? Что делать? Мы же на улице щенка не можем оставить одного. А бывает большая собака продается? Такое... Не, ну вы должны вместе с ней расти, как это большая собака. Это должен быть щенок. У нас щенок будет. Ну мы тогда его никогда не заведем. Мы его подальше от
тебя будем держать. Не, ну я могу потерпеть, пока там 2-3 месяца маленькая собака не будет сильной аллергии. А потом вольер, но все равно это... Вырастет мы ее а как мы ее потом на улицу отправим? Но дело в том, что мы же с вами еще думаем, что может бездомного щенка лучше, дворняжного какого-то. А он сможет на улице, как он будет в вольере жить на улице возле дома? А дворняжки, ты думаешь, только маленькие вырастают? Мы же видели много больших собак. Не, ну если мы переедем в более теплый климат, там, на юг России, то там можно, я думаю. Знаешь, Кока-кола. Это же, Яся, это не Кока-кола, это свекольный сок. Вот знаешь, что только что твой Славион нам сказал? Он говорит, знаешь что? Он говорит, я вам в игру утром не дам поиграть. И что дальше это значит? Вот так она любит дразнить всех своих сестер. Ну, а ты же знаешь, что она дразнит уже, значит, не обращай внимания, она не будет дразнить. Так, все, мы спать ложимся, быстренько наверх все. У нас прошло 2 дня, погода в Турции резко изменилась, похолодало. Ночью стало до 0 падать температура. Ну, нам в автодоме, конечно, нормально, тепло, печка работает. Вот сегодня вроде бы как может получится полетать. Едем на бесплатный старт. Высота старта 550-600 метров над уровнем моря примерно. Немного нужно пройтись вверх в гору. Игорь говорит, что облака сегодня очень высоко. Такое зимой редко бывает. На дереве сидит дятел. Птиц, слушай, так долбить только дятел может, мне кажется. И ты бежишь вот по такой траектории. Примерно так. Тебя в этот момент уже должно снять. Да, ну, в крайнем случае, чуть позже. Если здесь тебя еще не сняло, вот в районе этих кустов, дальше не надо бежать. Просто положи, попробуй еще раз. Вот, потому что если начнешь, ну, как бы туда улетать, без подъемной силы, да, можешь случайно какие-нибудь ветки сесть. Если ты начинаешь бежать, иногда ребята первый раз приходят, начинают бежать по диагонали вот туда, да, то есть в сторону тех камней. Получается, что как бы довольно полого, тебя не снимает, ветер дует обычно оттуда, справа, соответственно, тебя не отрывает от земли, и ты благополучно бежишь аж до деревьев. Потом кладешь на эти деревья свой параплан, и начинается эпопея с его сниманием. Ну, в общем, если я повисну на дереве, будет отличный контент, да? Ну, так себе будет контент, лучше полетать. Согласен. Так что давай. Ну, я, может, первый стартану, чтобы ты меня проконтролировал. Летим в этот, вот в эту сторону. В ложбину туда, да? В сторону этого дерева, которое с такими вот ветками. А после дерева куда уходим-то? Правее? Направо. Уходим направо. Ага. Там хребет. А с этого хребта там такая ложка, с него сходит потоки прям регулярно, стабильно. Можно по дороге к этому хребту набрать высоты, может немножко потрясывать, но не бойся, потому что это в принципе все, ну, довольно безопасно, да, то есть эти потоки здесь, они, как правило, к каким-то сложениям не приводят, ну, конечно, контролируй, чтобы у тебя не было каких-то сильных клевков и так далее. Вот. В принципе, я не ожидаю, что будет какой-то расколбас, но сегодня сильная погода, судя по вот этим облакам, которые где-то там в стратосфере на 200, наверное, уже. Вот. Поэтому, в принципе, что угодно может быть довольно сильно. Будь готов. Блин, цепляется. Стропы цепляются. Стропа оторвана у тебя. Оторвана? Ага. Все оторвалось, да? Охренеть. Ты сможешь привязать ее? Сюда стартовать. И получилось не очень удачно. Короче, зацепил дерево там. Смотри. Так, ребята, мы взлетели. Приглашаю вас на полет. Вместе со мной. Сейчас, значит, у нас порвалось 2 стропы. Значит, завязали мы узелки.
и взлетели. Конечно, после 2 лет перерыва есть мандраж. Вот. Но когда ты в воздухе, уже смысла нету бояться. Тут уже надо лететь, как говорится. Стропа вроде держит. Вот. Вот здесь где-то у нас есть поток. Опаньки. Опа, хлопает крылышко. Что-то меня провалило как-то. Надо лететь вниз. Ну что, долетим? Короче, 2 года, ребят, ну извините, не получилось высоко пролететь. Ну хоть так получилось. Вот. Привет, малыши. Устали? Да. Мы там с одной девочкой подружились. Она дала свои игрушки в замок. Ну и чего, летающий папа улетел не туда. Да я сглупил. Потому что Игорь говорит, не надо держаться рядом со скалой, типа отойди, а там пупырь такой посередине. Я думал, от этого пупыря может быть. А что? Ну, такой холмик. Трясло или что? Ну, я когда к этому холмику подлетел, меня слило резко. А он наверх, да, наверху ну, видишь, где-то, я да? бы все равно долго не смог. А что, в футболке, что ли, летал? Ну, ты прям высоко уже. Где он? Да, Игорь очень высоко летел, он там. Я тебя вижу. Пещера. А старт вот там вот с краю, от пещеры. И вот вдоль этого хребта надо, типа там стартуешь, и вдоль этого хребта возле пещеры. И он говорит, ты не жмись к стенке к этой. Я там полетал, там сильно достаточно было. И я думаю, я чуть-чуть отойду от стенки. Там пупырь такой внизу, холмик, лесом поросший. Я когда на него отошел, буквально там, я не знаю, 100 метров, меня прям резко слило, а там вот такая долина и ущелье. И я через это ущелье вот так прям, вот елки под ногами были. Чуть на елку не сел, Маша. Маш, ну ты на меня не злишься, что я вот так не улетел высоко? Я злюсь, что ты мне елку не сорвал. Ту самую
не принес. Давай, давай, кого вы тут гладите? Опять котов? Ну надо на Бабадак поехать еще будет. Летать в следующий раз. Может, надо продать крыло просто и стать обычным папой? Нет, Мы я не хотим могу. обычного папу. Я не могу, я наоборот хочу начать летать часто. А автодом у нас стоит вот здесь наверху. По лестнице поднимаешься, ну там. Деточки мои любимые. Что? Хотел с вами посоветоваться. Как? Вот смотрите, у нас очень осталось мало дней в Турции. Нам нужно выезжать из этой страны, уезжать из нее. Потому что здесь такие законы. Но мы можем, например, полететь в Египет на самолете в отель. Там будет бассейн. И потом вернуться, и у нас еще будет месяц здесь. Ну, не месяц, дней 25. Как вы на это смотрите? Что вы решите? В Египет! Не, давай Яся будет решить. Яся. Что ты решишь? Домой. Потому что у меня здесь нету большого. У нее есть сиська не моя. Мама, Маш, тут ручка сломалась. Они не могут решить. Что ты решишь? Что ты с ними говоришь вообще? Ну что, покупаем сегодня билеты в Хургаду на неделю? Ну, наверное. Вечером этого же дня ребята пригласили нас в гости на барбекю в свой дом в Лидонизе. Вот он. Как тебе ветерок, Маш? Как погодка? Классно сдувает. Но здесь еще горы, еще выше, чем... Ну, от пляжа, я не знаю, сколько, наверное. Ну, нормально от пляжа. Километр? Не знаю. Сейчас покажем вам их дом. Он очень классный, уютный такой. Детки уже тут сидят в доме. А тут кто? Привет, привет еще раз. Красота вот такая. Заходите, не выпускайте тепло. Местный сибас. Ребята посоветовали взять эту рыбу в магазине. Говорят, местный сибас. Что, вкусно, Игорь? Вкусно, если на гриле приготовить, вообще вкусно. Кослявый он? А? Кослявый? Нет, вы каскаешь просто креветок. Нет, абсолютно нет. Научился. Хороший парень. Ну потом еще курочками его покормите, он что-нибудь вам еще сделает. Хороший парень. Куда у вас третья сестра пропала? Если он всем даст по одной лапе, то у него только одна останется, на которой можно стоять. Ему придется вот так балансировать. Маме дай. Давайте все раз туда. Потерялась у нас Слава. Мы думали, что она наверху. Пошли наверх. Потом вернулись, а она за поручнями стоит уже. Слава, ты чего прячешься-то? Выходи. У них 100 этаж. Я сейчас уберу, что там. В общем, мы заканчиваем эту серию в прекрасном доме хороших ребят, которые нам очень помогли вот с ельным полетом, ну и вообще провели нам небольшую экскурсию тут по местности. Да, немножечко даже неловко, мы уже привыкли в таких походных условиях жить. Вот, и первый раз я сижу, ну не за 3 месяца, после отеля, наверное, за месяц, последний точно, за красивым столом. Вот в таких условиях. У нас там гостевая спальня есть. Да, мы привыкли уже в нашем домике, он здесь стоит. Мама,